Всем привет! Меня зовут Алена, и знаете, те работы, которые я делаю для себя, именно домой, я очень часто, я не могу сказать переделываю, но я их как-то дополняю, что-то меняю для того, чтобы, уж не было слишком много у меня дома готовых композиций, которые на самом деле будет просто некуда деть, их же надо где-то хранить. Поэтому сегодня я вам покажу, как я из своего любимого букетика, который я делала совсем недавно в тыкве, сделала подсвечник. И причем, что я его сделала таким образом, чтобы я могла менять, где букетик, где подсвечник. Вместо тыквы также можно использовать совершенно разные материалы. Это такие как спилы деревьев, совершенно любые кашпо, возможно придумать что-то свое и сделать что-то подобное. Экспериментировать можно очень много также, и сами материалы, которые вы будете приклеивать сверху, тоже могут быть совершенно разнообразными. Но скажу так, цветы из фоамирана в такие подсвечники я добавлять не советую. При нагревании свечи они будут деформироваться. Так как все-таки мы делаем цветы, нагреваем их на утюге, чтобы придать им форму, в этом случае получится то же самое, они будут нагреваться. Поэтому советую использовать для подсвечников именно искусственные цветы. Таким образом он у вас дольше прослужит. Ссылки на все прошлые видео я вам обязательно оставлю в описании к этому видео, поэтому если вам интересно, оставайтесь смотреть. Если вы смотрите мои видео, то вы уже наверняка видели вот такую тыковку с цветочками из фоамирана. И для себя я решила сделать еще и подсвечник. Сам букетик у меня достается из тыквы. Я в это место хочу поместить свечу, которая тоже будет доставаться из этого подсвечника. И у меня получается 2 в 1. Я купила вот такую свечу в магазине Fix Price, она с ароматом персика. Еще не зажигала, не знаю, также она пахнет вкусно, как сейчас в открытой упаковке или нет. И хочу поместить свечу сверху. Внутри у меня была пластиковая коробочка, которую я решила достать и слегка сверху попортила, но ничего страшного, мы это все закроем. Потом надо будет все-таки закрасить. Для того, чтобы поднять свою свечу вверх, я буду использовать пенополистирол. Можно использовать самый простой пенопласт. Вырезаю нужную мне форму, вставляю в тыкву. Я ее приклеивать туда не буду. И приклеиваю свечу. Кстати, этикетку снизу я не убираю. Таким образом, моя свеча будет держаться намного надежнее, чем когда мы приклеиваем само стекло. Так, я оставила где-то 1,5 сантиметра. И в этом месте мы будем делать декор. Буду использовать вот такие искусственные цветочки, когда-то покупала букетик. Они сделаны из ткани и природные материалы. Это желуди, бакули, миндаль, шишки казуарина, шишки ольхи, ломаный хлопок и шишки лиственницы. Вот такой ломаный хлопок цветной. Это ароматизированное саше, которые продаются в магазинах для декора. И буду использовать мешковину. У меня тут был вот такой кусочек, как раз он мне подойдет. Скручиваю в трубочку и буду приклеивать. Приклеиваю только к пенополистиролу. Свою тыкву я не трогаю, так как мне потом надо, чтобы я могла свою работу еще оттуда и достать. Постоянно скручиваю и хорошо приклеиваю. Лишние ниточки срезаем. Вместо мешковины можно использовать бумагу или же тоже приклеить пенопласт. Теперь начинаем заполнять. Начинаю я приклеивать самых больших и заканчиваю самыми маленькими материалами. Просто потому, что мне так работает намного удобнее. Во время приклеивания я тоже обращаю внимание на то, чтобы все мои материалы приклеивались к мешковине или к самому подсвечнику, но никак не к тыкве. Иначе 2 в 1 у нас не получится. В этой работе мне также захотелось добавить немножко сизали. Она добавит немного более светлого оттенка, и композиция не будет выглядеть очень темной. И теперь приступаю к природным материалам. В первую очередь это желуди. Часто вы меня спрашиваете, почему желуди такие ровненькие, они не сжимаются. Все зависит от того, какие желуди вы используете.
Обычно сжимаются и морщатся желуди, которые длинные. У них очень тоненькая скорлупа, и при испарении влаги она начинает менять свой внешний вид. Но в больших желудях такого обычно нету. Постепенно добавляю шишки и все оставшиеся материалы. Ну вот, я все приклеила, и теперь остались мои любимые перышки, как я называю, это ломаные коробочки хлопка. Они есть разного цвета, поэтому в работах всегда добавляют изюминку. Я в своей работе использую их, конечно, оранжевого цвета, но мне кажется, что сюда подошел бы хорошо еще и зеленый цвет. Ну вот, я все приклеила. Видите, как легко у меня достается композиция? Теперь хочу добавить блестки. Беру самый простой ПВА клей, наношу его на губку и посыпаю блестками. Стряхиваю лишнее. Да, блестки я тоже брала оранжевого цвета, но они у меня такие слегка оранжевые, поэтому они не сильно бросаются в глаза. Лишние блестки потом просто я ссыпаю обратно в баночку. Ну и, конечно, все-таки не хватает мне немножко зеленого цвета, поэтому я ищу подходящие зеленые пластиковые веточки, которые у меня были, и буду их вклеивать, добавляя их немного, чтобы не переборщить. При желании композицию можно снять и вставить какой-нибудь другой букетик. Но если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ну и, конечно, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. И до новых встреч. Пока-пока!